Сегодня мы с вами будем готовить капкейки вишня-шоколад, и сейчас приступим к шоколадному бисквиту с вишней. Нам понадобится растительное масло, сахар, яйца, уксус до 9%, сливки, пшеничная просеянная мука, вишня. Мы берем свежую замороженную вишню, полностью ее размораживаем и убираем из нее сок. Какао-порошок и сода. Сейчас нам необходимо замешать тесто. Мы сначала будем перемешивать все жидкие ингредиенты и добавлять туда сухие. Мы перемешиваем сухие ингредиенты. Все ингредиенты должны быть у нас комнатной температуры. И перемешиваем. Мы начинаем перемешивать жидкие ингредиенты. Начинаем взбивать яйцо. И добавляем сюда все ингредиенты по очереди на медленной средней скорости. На медленной скорости мы вмешиваем частями сухие ингредиенты. В конце мы добавляем уксус. В самом конце мы выкладываем вишню и перемешиваем. Мы перекладываем тесто в кондитерский мешок, чтобы не заморать ничего, и нам было удобно, быстро, аккуратно выложить тесто. Мы раскладываем в формочки, отрезаем кончик и выкладываем тесто на 2/3 формы. Старайтесь не задевать бумажные края, иначе здесь у вас очень сильно подпечется бисквит, и это будет и некрасиво, и гарью пропитается сам бисквит. Сейчас мы убираем в заранее разогретую духовку наши капкейки, и потом будем делать начинку. Сейчас мы с вами сделаем мармеладную вишневую начинку для капкейков. Нам понадобится вишневое пюре. Вишня, она у нас была заморожена, мы ее просушили и удалили лишнюю жидкость. Глюкозный сироп, сахар, лимонная кислота и вода, и также пектин яблочный. Для начала нам необходимо смешать часть сахара с пектином. Если мы этого не сделаем, молекулы пектина, они плохо разойдутся у нас в нашем будущем мармеладе, и будут такие у нас кусочки в пюре. Далее мы берем и заливаем водой лимонную кислоту. Нам нужно, чтобы все молекулы лимонной кислоты растворились в воде. Теперь мы выкладываем в сотейник вишневое пюре, вишневый сок, сахар и глюкозный сироп. Выкладываем сахар без пектина и ставим эту массу на огонь. Нам необходимо довести до 35-40 градусов. Мы довели до 35-40 градусов. И сейчас меняем венчик, ставим на средний огонь и начинаем всыпать сахар с пектином, постоянно помешивая. Доводим массу до кипения. После того, как мы довели до кипения, нам необходимо довести до 106 градусов. Довести до 106 градусов, постоянно помешивая. Мы довели до 106 градусов, выключаем огонь и добавляем нашу лимонную кислоту, которая растворилась в воде. Сейчас мы добавляем вишню. Ее можно еще
не крупными кусочками, а нарезать мелкими. И сейчас ждем, когда масса остынет и начнет желироваться. У нас с вами приготовились капкейки. Мы их снимаем, обязательно сразу вынимаем из формы, чтобы у нас наша бумажная формочка не стала влажной, не промаслилась. Далее их лучше хранить либо в пакете, либо в контейнере пластиковом, чтобы сверху была мягкая шапочка. Наша начинка должна полностью остыть и почти превратиться в мармелад. И сейчас мы делаем выемку в центре нашего капкейка, слегка прокручивая, и у нас получается такая сердцевинка. Теперь мы отрезаем кончик, чтобы наша вишня прошла. Вишню можно изначально еще измельчить. И заполняем мармеладом наши капкейки. Мы берем нашу крышечку, убираем лишний бисквит и ставим на начинку. Сейчас мы с вами приготовим крем для капкейков вишня шоколад. Нам понадобится творожный сыр, мы используем Хохланд Кремета, сахарная пудра и сливки 33-35%. Также при желании вы можете окрасить его красителем. Мы будем использовать гелевый водорастворимый. Итак, нам необходимо смешать все ингредиенты и взбить их по нарастающей скорости. И сливки, и сыр у нас должны быть холодными из холодильника. Мы смешиваем все ингредиенты. И начинаем взбивать по нарастающей скорости. Мы взбили крем, он у нас плотный, хорошо держится на венчике. Сейчас мы добавим сюда краситель и перемешаем. Мы перемешали до однородности цвета, и наш крем-чиз готов. Сейчас мы его переложим в кондитерский мешок с насадкой. Сейчас мы берем кондитерский мешок, кладем туда насадку, отрезаем кончик мешка, чтобы было видно все зубчики, и выкладываем сюда крем. И сейчас мы начинаем выкладывать крем. Мы делаем треугольник. У нас первый слой должен быть самым большим, потом меньше и меньше. То есть у нас должен получиться треугольничек. Мы начинаем выдавливать. Следите, чтобы край не был слишком близко к краю бисквита. Выводим наверх. Ведите лучше медленно. И в самом конце прекращайте давить и отпускайте. Мы берем капкейк. Здесь мы растопили темный шоколад. Аккуратно поливаем наш капкейк. И сейчас мы выкладываем сверху. Сейчас будет шоколадка, ягодка и розмарин.